Для любителей дайвинга многие незнакомые обычным людям названия точек на карте звучат как определенное кодовое слово, обещающее приключения и отличные погружения. К таким местам относится и остров Сипадан у восточного побережья Малайзии. Сипадан считается одним из топовых мест для дайвинга в мире, который прославил еще Жак-Ив Кусто в начале 80-х годов прошлого века в своем фильме «Призрак морской черепахи». Этот крошечный остров привлекает множество дайверов, но при этом понырять там весьма непросто и достаточно дорого. А что делать бюджетным туристам, которые хотят хоть немного прикоснуться к такому легендарному месту? Или может это вообще не стоит того? Ответ на этот вопрос я попытаюсь дать в этом видео. Всем привет, меня зовут Елена, вы на канале «За мечтой. Дайвинг и путешествия». Мы уже 2 недели на Борнео, успели покататься по джунглям и понырять в столице штата Сабах, городе Кота-Кинабалу. Естественно, мы не могли пропустить столь знаменитое место, как остров Сипадан. Но при достаточно ограниченном бюджете мы решили, что нырять будем с большой земли, из городка Симпорна и, возможно, ограничимся локальными дайв-сайтами вокруг. Для начала немного истории. И что вообще тут за проблема понырять на этом Сипадане? В прошлом остров Сипадан был предметом территориальных разногласий между Индонезией и Малайзией. В конце 2002 года Международный суд ООН определил принадлежность острова к Малайзии. Раньше туристы могли останавливаться на самом острове, тут были отели. Но 23 апреля 2000 года филиппинской террористической группировкой Абу Саяф был взят в заложники 21 человек, туристы и обслуживающий персонал отеля. Некоторых заложников продержали на Филиппинах несколько месяцев, были заплачены огромные выкупы. С того времени большая часть острова объявлена закрытой зоной, меры безопасности кратно усилены, а в 2004 году все отели острова были закрыты и перенесены на близлежащий остров Мабул. А еще через несколько лет значительно уменьшили число разрешений на посещение для туристов для сохранения подводных красот. В настоящее время выдается только 176 разрешений в день, и неважно, снорклинг или дайвинг. Разрешения распределяются между местными туроператорами и отелями. Также из соображений защиты природы на Сипадан больше не пускают дайверов уровня ниже Advanced Open Water Diver. Разрешение или пермит на день для иностранцев в 2024 году стоит 350 рингит. Для перевода в рубли можно умножить на 19,20, в доллары разделить на 4,5, и это не считая стоимости дайвинга. При этом на самом Сипадане разрешено делать не более 2 дайвов в день. Плюс надо добавить немаленькую стоимость размещения на острове Мабул, где все более-менее бюджетные отели разбираются за несколько месяцев вперед. Вот, принимая во внимание все эти вводные, мы решили остановиться в Симпорне, несмотря на очень плохие отзывы об этом городе. Пожалуй, самое точное описание для Симпорны дала одна из наших студенток, что это не город, а одна большая парковка. Даже на наш непритязательный вкус Симпорна полностью заслужила все свои отзывы. Видали мы, конечно, места и похуже, но учитывая, что это туристическое место и ворота к знаменитейшему дайв-сайту, город просто ужасен. Неказистые здания, куча мусора в воде и на берегу, трэшовый рынок прямо рядом с набережной, куча очень приставучих нищих. В городе всего 2 обменника с негуманным курсом. В банкоматах с иностранной картой деньги не снять, даже в банках. Смогли найти только 2 банкомата для иностранных карт в магазине 7-Eleven. Отели тоже так себе, даже в достаточно дорогих почему-то мало номеров с балконами. В Симпорне мы решили, что уж отель надо выбрать получше, и сняли номер с видом на море и балконом за 200 рингит за ночь. Я хочу снять наш отель, улицу, на которой находится наш отель. Прекрасная улица, в самом туристическом центре. А какие здесь запахи? Да, жалко, камера запахи не передает. Но зато у нас отель выглядит вполне себе прилично. Звезда. Все светится, сияет, Новый год наступает. Балкон и вид неплохой, но, если честно, отель явно не стоил своих денег. В последнюю ночь мы перебрались в дешевый отель через дорогу за 80 рингит с простой нормальной комнатой и общим балконом, что тут, кстати, очень важно, если собираетесь нырять и сушить вещи. С едой тоже не повезло, почти везде было невкусно. В итоге решили не переплачивать и питались дешевыми лепешками в местной кафешке и пару раз удачно поели в китайском ресторане чуть подороже. Вообще Симпорна очень ориентирована на китайцев.
Сказать, что их тут много, значит ничего не сказать. Они приезжают, естественно, за дайвингом и заодно поесть дешевых морепродуктов. Поэтому тут очень много сифуд-ресторанов с полностью китайским меню. У меня в Симпорне включился режим защитника природы, поэтому пришлось ограничиться лепешками и лапшой. С алкоголем тут тоже все не так радужно, как, например, в Кота-Кинабалу. Алкоголь в кафешках не продают, только вроде в паре дорогих ресторанов. Алкоголь можно купить только в супермаркете. Крепкий алкоголь есть, но он очень дорогой. А пиво продают не из холодильника. Учитывая, что в отелях у них холодильников почти нигде нет, этот вариант развлечений мы пропустили. Из плюсов тут есть палатки с вкусными шейками, и фрукты тоже можно купить. В общем, если бюджет позволяет, в Симпорне лучше не останавливаться дольше, чем на одну ночь, а ехать на Мабул или на другие острова-резорты. Если надо сэкономить и жить в Симпорне, можно не тратиться на дорогой отель, потому что все время вы все равно будете проводить на экскурсиях или дайвинге. Но при этом отель лучше выбирать в пределах 2 улиц от набережной, чтобы не пришлось тут много гулять. Насмотревшись на местные красоты, мы пошли бронировать дайвинг. Выбрали мы крупный дайв-центр Borneo Speedy Dive прямо под нашим отелем. Цена на фан-дайвы тут была самая дешевая – 350 рингит за 3 дайва с обедом, все снаряжение включено. Поинтересовались ценой на Сипадан. Оказалось, что 2 дайва на Сипадане и 1 дайв у острова Мабул или Капалай стоит больше 1000 рингит. То есть за те же деньги можно нырять 3 дня на локальных дайв-сайтах. Мы не очень поняли систему с пермитами, потому что заранее не бронировали, но при этом нас каждый день спрашивали, не хотим ли мы завтра на Сипадан. Возможно, у этого дайв-центра много пермитов, и был не самый высокий сезон, а может, они знают, кого подмазать. Кстати, если ехать нырять на Сипадан, обязательно надо брать с собой паспорт и физическую копию сертификата. С нее потом будут делать копии, показать сертификат на телефоне нельзя. В общем, Сипадан мы решили оставить до лучших времен, а сами отправились нырять к острову Мотокинг и Тимба-Тимба. Забегая вперед, скажу, что к организации дайвинга у Speedy Divers у нас никаких нареканий не было. Все достаточно четко, каждый раз у нас, к счастью, был отдельный гид, а не как в Кота-Кинабалу. Отправляется лодка прямо отсюда же от дайв-центра. Перед отправлением на некоторые острова, например, Мотокинг, лодки заезжают в офис морского департамента получить еще какое-то дополнительное разрешение. Видимо, это связано с безопасностью. Кстати, нигде еще мы не заполняли настолько подробную анкету на дайвинг. Девушка на ресепшене сказала, что они обязаны вносить данные всех дайверов в специальную систему. В последний день дайвинга наша лодка нарвалась на выборочную проверку. Нас остановили на выходе из бухты. На лодку зашли люди в форме, что-то спрашивали и проверяли. В общем, после нападений начала 2000-х они бдят. Наконец-то все формальности соблюдены, можно отправляться на дайвинг. В первый день, кроме нас двоих на лодке, вообще была только семья китайских снорклеров, поэтому вначале мы поехали на остров Тимба-Тимба пофотографироваться. Песчаная коса на острове – это, естественно, очень популярное место для фотосессий. Правда, если выйти с лодки, надо заплатить дополнительно то ли 10, то ли 20 рингит. Мы предпочли остаться в тени и просто пофоткать вид с лодки. Красиво, но очень многолюдно. А дальше у нас был дайвинг. Оказалось, что остров Мотокинг – это просто какой-то черепаховый рай. Такого количества черепах я не видела даже на Мальдивах. Черепах мы насмотрелись вдоволь. Видели комфортно дремлющих в постельке из мягких кораллов и спящих в неудобных позах на твердых кораллах. Видели, как черепахи кушают, пускают пузыри.
Увидели, как черепаха решила прокатить морского огурца на своем панцире. Вот, наверное, он удивился. Встретили несколько реально огромных красавиц. В общем, это просто непередаваемое ощущение, когда медленно скользишь вдоль рифа, а вокруг тебя то тут, то там, как ракеты, взмывают черепахи, подышать на поверхности. В какой-то момент на остановке безопасности насчитали 5 черепах за 1 минуту. Кроме черепах было много платаксов или рыб-нетопырей. Оказалось, платаксы любят следовать за черепахами и подбирать их, так сказать, отходы жизнедеятельности. Несколько из них даже, видимо, приняли меня за черепаху и плавали за мной полдайва, ожидая угощения. Но пришлось их разочаровать. Встретили пару крупных шишколобых попугаев, которые, к сожалению, не подпустили слишком близко. Сам риф тоже очень впечатляющий, очень красивые кораллы. В последний день мы опять с удовольствием вернулись на Мотокинг, но при этом все места для погружения у нас были другие. Посмотрели небольшой затонувший корабль. Нырнули в очень красивой глубокой стенке с достаточно сильным течением. Наша максимальная глубина была 30 метров, но дна мы так и не увидели.
Еще увидели огромную рыбу-лягушку. Раньше таких больших я нигде не встречала. Были осьминоги, паре из которых мы явно помешали хорошо провести время, если вы понимаете, о чем я. В первый день из-за снорклеров на обед нас высадили на острове, где организовано место для остановки снорклерских экскурсий. Тут есть столики, маленький лоток с напитками и даже караоке. Многие гиды сразу побежали спеть пару песен на перерыве. Ну что, Фима, вкусно? Съедобно. Две сосиски, ничего. А самое главное, музыкальное сопровождение бесплатно. Но чистота, конечно, оставляет желать лучшего. Мусор свален прямо тут же кучами. По всему острову гулять бесплатно не дают, так как тут находится дорогой частный отель. Для однодневных посетителей огорожена специальная бесплатная зона. На один из дней у нас был запланирован дайвинг около островов Мабул и Капалай. Это ближайшие острова к Сипадану. При покупке пакета на Сипадан один из 3 дайвов всегда проводят здесь. По дороге у нас получились настоящие гонки, так как наш дайв-центр отправлял 2-ю лодку на Сипадан. Правда, у 2-й лодки были явно проблемы с балансом. Вот пассажиры на ней повеселились. Еще по дороге проехали то место, где я бы когда-нибудь хотела остановиться, чтобы понырять на Сипадане. Это Sea Ventures Dive Rig, старая нефтяная платформа, переделанная в отель. Условия там, говорят, достаточно спартанские, зато отличная организация дайвинга, и в проживание включен безлимитный дайвинг под платформой. Пакет на 3 ночи с дайвингом тут стоит порядка 80 тысяч рублей. А вот так выглядит остров Мабул и отель Мабул Water Bungalows. Тут минимальный пакет с дайвами стоит уже 90 тысяч рублей. У Мабула у нас было 2 дайва, один на домашнем рифе, один немного с другой стороны. Домашний риф представляет собой крупный искусственный риф на песчаном дне. Хотя мы и встретили огромную стаю каранксов, я бы сказала, что это скорее дайв-сайт для макро, если повезет с гидом. Тут мы нашли несколько видов голожаберников, рыбу-лягушку, скорпен. А это морская лилия и пайпфиш, близкий родственник морских коньков. Понравилась эта рыба-флейта, расцветкой под шотландку.
Второй дайв на Мабуле не очень запомнился. Не то чтобы он был совсем неинтересный, но по впечатлениям его затмил домашний риф острова Капалай. Во-первых, сам остров и бунгало со стороны выглядят очень симпатично, прямо Мальдивы. Правда, и цена соответствующая. Минимальный пакет с дайвингом на 2 ночи стоит 60 тысяч рублей. Во-вторых, тут под водой не просто искусственный риф, а самый настоящий подводный город с разными домиками, башенками и прочими конструкциями. А кто в теремочке живет? Естественно, морские черепахи. В общем, по большому счету мы были рады, что не стали продавать почку, чтобы понырять на Сипадане. Будет к чему стремиться в будущем. Только для лучших впечатлений стоит потратиться на отель на Мабуле. Локальные сайты тут тоже очень красивые. Мой фаворит – это остров Мотокинг и домашний риф острова Капалай. Для снорклинга Мотокинг тоже прекрасен, а вот насчет Капалая я не уверена. По моим ощущениям, все самое интересное там находится достаточно глубоко. Спасибо за просмотр, надеюсь, было интересно. Если были в Симпорне или на Сипадане, делитесь впечатлениями в комментариях. Возможно, мы что-то упустили. Буду благодарна рекомендациям на будущее. И, конечно же, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. В следующем видео мы отправимся в джунгли искать орангутанов.